Вы видите это? Тысячу извивающихся червей прямо сейчас пытаются выбраться из ловушки. А теперь представьте, что на эту вечеринку врывается антисептик. Что произойдет? Они растворятся за секунду или спирт превратит их кожу в непробиваемый бронежилет? Сегодня на канале под микроскопом мы устроим настоящую гладиаторскую битву. Два мощных состава против армии нематод. Справится ли обычная пшикалка для рук с существами, которые выживают даже в космосе? И сегодня мы узнаем правду, которую не пишут на этикетке. Поехали! Всем огромный привет, друзья! Вы на канале под микроскопом. И я рад видеть каждого, кто не боится смотреть в глаза микромиру. Сегодняшнее видео – это полностью ваша заслуга. Вы буквально завалили меня комментариями. Витя, проверь антисептик. Подействует ли спирт на паразитов? Ну что ж, я не мог вам отказать. Для тех, кто здесь впервые, меня зовут Виктор, и я обожаю проверять на прочность все, что попадается мне под руку, от травяных настоек до жесткой химии. Сегодня у нас в гостях нематоды. И нет, я не нашел их в своей тарелке, надеюсь. Я специально разводил эту толпу несколько недель, чтобы сегодня мы могли провести максимально честный и жесткий тест. Посмотрите, сколько их тут. Если честно, даже мне немного жутко от того, как они активно шевелятся. Итак, давайте познакомимся с нашими сегодняшними героями, или антигероями. У нас два антисептика с абсолютно разными составами. Первый образец – это медицинский вариант. Тут у нас 75% спирта, но есть секретный ингредиент – бензалкония хлорид 2%. Звучит как заклинание из Гарри Поттера, но на деле это что-то вроде экстремально агрессивного мыла. Если обычное мыло просто смывает грязь, то эта штука работает как молекулярный бур. Она должна растворять жиры и буквально проедать внешнюю оболочку червей, которую ученые называют кутикулы. Я называю это химической атакой на максималках. Второй образец – классика жанра «адская смесь для микробов». Чистый спирт 96% и перекись водорода. Казалось бы, 96 градусов – это смерть всему живому. Но есть одна теория, друзья. Некоторые говорят, что такой крепкий спирт настолько быстро обжигает ткани, что они мгновенно сворачиваются, образуя защитный панцирь. Получается парадокс. Средство может само себе закрыть путь внутрь червя. Сегодня мы проверим, застрянет ли спирт на поверхности или прошьет нематоду насквозь. Как думаете, кто победит? Ставьте видео на паузу и пишите свои прогнозы в комментариях. Я их все читаю, мне реально интересно. Ну что, погнали. Набираю первый состав. Одна капля и смотрите. Вы только посмотрите на эту реакцию. Они начали извиваться так, будто их ударило током. Это не просто движение, это агония. Они чувствуют, как бензалкония хлорид начинает грызть их защиту. Те, что справа, приняли на себя основной удар. 25 секунд прошло. Посмотрите, они замерли. А теперь обратите внимание на детали. Видите, они как будто усыхают. Черви в буквальном смысле становятся меньше в размерах. Это выглядит так, будто из них выкачали всю жизнь через соломинку. Тела становятся прозрачными, светлыми. Раньше мы видели их внутренности, а сейчас это просто пустые стеклянные трубки. Давайте я немного ускорю видео, чтобы вы увидели этот процесс в динамике. Видите, как они бледнеют? Это спирт и химия разрушают белки. Кстати, те ребята, что были подальше от капли, держались чуть дольше. Но дольше в микромире – это лишние 30 секунд. Через минуту на стекле не осталось ни одного активного движения. Полная тишина. 2 минуты в антисептике и все. Это кладбище прозрачных палочек. Но подождите. Вы это видите? Среди этого хаоса и гибели я нашел одного терминатора. Вот она. Посмотрите. Все вокруг уже превратились в призраков, а эта нематода продолжает двигаться. Она будто говорит: «Не сегодня, Виктор, не сегодня». И вот тут нам очень повезло. На ее примере мы можем рассмотреть самый интересный процесс.
Видите, внутри нее что-то сжимается. Сама нематода стала намного меньше своей оболочки. Она буквально отклеилась от собственной кожи, кутикулы, и сжалась внутри. Представляете, какая концентрация веществ там, если ее так сильно сдавило? Большинство ее собратьев сжались вместе с кожей, а это держится. Она сопротивлялась целых 5 минут. 5 минут в агрессивной среде, которая убивает все остальное за секунды. Это к вопросу о том, почему иногда нужно мыть руки дольше или использовать больше антисептика. Всегда найдется вот такой вот крепкий орешек, который выживет, если вы поторопитесь. Но в итоге и она сдалась. Полный аут. Но черви – это только половина беды. А что с будущим поколением? Посмотрите на эти яйца. Это маленькие крепости. Я оставил их в первом антисептике и решил подождать. Только через час антисептик смог пробиться сквозь эту скорлупу. Час в агрессивной химии. Это невероятно. Это значит, что если вы просто быстро протерли руки, яйца паразитов могут остаться живыми. Задумайтесь об этом в следующий раз в торговом центре. Но результат все же есть. Через час все яйца погибли. Первый антисептик получает от меня лайк за эффективность. Переходим ко второму испытуемому. Чистый спирт 96% плюс перекись водорода. Это звучит как приговор. Капаем. И знаете что? Ситуация практически идентичная. 1 минута и все замирает. Снова этот эффект обесцвечивания, снова они становятся прозрачными. Но посмотрите на эту выносливую особь. Опять нам попался другой вид нематоды. Она явно мощнее всех остальных. Она боролась 5 минут. 5 минут в чистом спирте. Вы только вдумайтесь. Опять мы видим ту же картину. Тело внутри сжимается, а внешняя оболочка кутикулы остается прежнего размера. Она как будто в скафандре, который ей стал велик. А теперь самое интересное – яйца. Помните, первый антисептик мучил их час. Второй справился быстрее, за 40 минут. Видимо, перекись в сочетании с высоким градусом спирта – это более эффективный ключ к защите яиц. Я не нашел ни одного живого экземпляра после 40 минут. Почему же эти средства сработали? Многие боятся хлорки или спирта, но для таких маленьких существ это настоящая катастрофа. Почему бензалкониахлорид так хорош? Да потому что он работает как растворитель для их брони. Он делает их кутикулы дырявой, а спирт залетает вовнутрь и мгновенно сворачивает все белки. Это как если бы на вас вылили ведро кислоты, а потом ударили молнией. Шансов 0. А чистый спирт с перекисью работает за счет чистой силы окисления и обезвоживания. Он просто вытягивает всю воду из клеток, а без воды, как мы знаем, жизни нет, даже в микромире. Какой вывод? Антисептики работают, но чтобы убить не только взрослых особей, но и их яйца, нужно время. Быстрый пшик – это хорошо против бактерий, но если мы говорим о чем-то более серьезном, химии нужно время, чтобы прогрызть защиту. Друзья, надеюсь, этот эксперимент был для вас полезным и не слишком пугающим. Теперь вы знаете, что происходит на поверхности ваших рук в миниатюре. Если вам понравилось это видео и вы хотите больше таких тестов, вы знаете, что делать. Жмите по лайку, подписывайтесь на канал под микроскопом, чтобы не пропустить наши новые видео про микромир. В следующем видео возьмем эти же антисептики и натравим их на колонии бактерий. Там все происходит еще быстрее и эпичнее. Мы увидим это буквально в реальном времени. Спасибо, что были со мной. С вами был Виктор. Мойте руки, берегите себя и смотрите на мир глубже. До скорой встречи. Пока-пока.